Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот наступил вечер, и сегодня мы будем кормить нашу рыбку. Я покажу, чем я кормлю ее и как кормлю, сколько даю еды им, для того, чтобы они хорошо себя чувствовали и развивались. За окном уже темно, а рыбки ждут вечернего кормления. Ну а в качестве корма я использую вот такие гранулы 0,8-1,2 мм Коппинс. Рыбки очень хорошо его кушают. Он не мутит воду. Ну и достаточное количество питательных веществ в нем есть. Начнем кормить со второго яруса рыбку. Значит, для этих целей я использую обычную чайную ложку. И вот смотрите. Вот, например, на вот этом вот ярусе вот столько рыбки у меня, да? Получается, для тернеции, для вот этой, мы даем полную ложку, одну, для вот этих всех рыбок. В том числе там анциструсы еще на дне. Для вот этих тоже одну ложку даем. Ну, такую нормальную, полную. Для вот этих вот коридоросов и производ Данио и тернеции тоже даем ложку. Ну, здесь рыбки немножко поменьше, анцитрусы и тернеция. Здесь этим даем чуть больше половины ложки. Рыбка уже готова к приему пищи. Вот смотрите, набрал я в ложку корма и вот таким образом высыпаю. Вот рыбка кушает. Часть корма, конечно, сядет на дно, там хватит и анциструсам. Самое главное в кормлении, такой лозунг, скажем, да, это не перекормить рыбу, тем более сухим кормом. Да и живым то же самое. Так, набираем еще одну ложечку и будем давать сейчас Данио нашим. Так. Вот, пожалуйста. Данио тоже трапезничают. Видите, часть корма садится на дно. И анциструсам там тоже хватит. Ну, рыбы потом подберут это все, конечно. Они так просто это не оставят. Он постепенно, некоторые гранулы вон плавают еще там. Извините, что оно мерцает. Вот, ну, сейчас они это быстренько все скушают. Так, переходим к коридоросам нашим. Набираю я полную ложку. Вот так. Немножко вот здесь насыплю сверху донюшком, а остальное беру вот так прямо туда, опускаю прямо его и делаю вот такое движение. И этот корм весь садится туда прямо к нашим сомикам. А сомики возбудились и уже кушают. Так, набираем половину ложки. И даем сюда рыбкам. Конечно, немножко погорячился, чуть больше взял, чем надо. Оп. Все. Хватит теперь и анциструсам, и этим всем нашим друзьям, тернециям и Данио. Так, переходим на соседний стеллаж. Здесь у нас розовые тернеции. Ну, здесь насыпаем им так сверху. Они сейчас быстренько будут все кушать. Я подошел к ним, так они испугались и сели все на дно. Но постепенно поднимаются. Так, ну и сейчас даем сразу мы нашим неонам и крапчатым сомикам. Сюда беру я пол ложки. Вот таким вот образом.
насыпаю. И сейчас они там начнут трапезничать. Так, идем дальше. Кстати, хочу вам сказать, что при кормлении я помпы отключаю, а аэрацию нет. То есть аэрация у меня работает, она не мешает для этого. Так, неоны. Опа. Все. Этим тоже насыпали одну ложечку. Да, самое главное, друзья, не перекормить. И все будет нормально. Потому что, как я и сказал, наверное, в начале, не помню, что здоровая рыба — это голодная рыба. Она всегда должна чуть-чуть иметь, скажем так, чувство голода. Тогда будет все нормально. Так, даем производителям сомикам Штерба и... Штерба никак я их не раскручу, чтобы они дали мне икры. Ну а оранжи нормально. Даже я хочу сказать, если, например, куда-то вы уезжаете, вы переживаете, там, что рыбка будет не покормлена, ничего страшного. Она свободно, без корма переживет и 2, и 3 дня, и 4. Ничего страшного с ней не случится. Ну и если это, естественно, не мальки. То есть взрослая рыба, ей не получение корма не страшно. Даже это еще и лучше скажется на ее здоровье. Прочистится у нее весь кишечник, и будет себя она нормально чувствовать. Итак, ну что, гупика у нас совсем здесь мало, поэтому им немножко и даем. Там есть внизу еще анциструсы, ну, я думаю, что им там хватит. Оно сядет на дно. Так, переходим к нашим аглоедам. Этим, конечно, рыбкам, здесь их намного больше, чем в других аквариумах, я даю 2 ложки. Вот сейчас одну высыпем, потом вторую через время. О, смотрите. Вот это они дают жару. Вот это мне нравится, когда они начинают есть. Это вообще зрелище, как сказать, не для слабонервных. Так, теперь к этим идем. Так, опа, насыпали. Немножко их испугал. Все, разведчики ухватили. Все, начинают потихоньку. О! Сейчас тоже все быстренько поедят. Так, идем к Данио. Итак, ну что, Данио у нас достаточно прожорливая рыбка, поэтому мы им даем всего лишь 1 ложку. Им сколько тоже не давай, они все будут есть. У меня даже когда-то случай такой был, еще когда разводня у меня на старом месте была. Да кормил я рыбок этих, ну кормил, правда, мотылем мороженым. Раз им дал, они съели, второй раз, вроде бы как и понемножку давал. А в конечном итоге практически вся рыбка пропала. Они то ли, ну я думаю, что не отравились, а скорее всего переели. Поэтому нужно с ними аккуратно. Барбусы, вот это вот Данио, очень прожорливая рыбка. Будет есть, пока ее не разопрет или она не лопнет. Ну и здесь гупикам производу совсем немножко дал. Там у меня анцитрусы сидят, вот там попрятались за так называемое дупло, да. Малинезии, самочки. Ну этого тоже им будет достаточно. Вот смотрите, толпа тернеции съела, буквально прошла минута, ничего нету вообще. Сейчас буду им еще добавлять. Вот, пожалуйста. Что термиты едят.
до дна очень мало доходит. Ну там анциструсом хватит. Вот у меня еще колотится артемия. Сейчас мы ее тоже поставим, пускай отстаивается. И покормим наших мальков. Как вы знаете, у меня Венесуэла Оранж коридоросы дали икры. И уже малек есть, который кушает артемию. Вот сейчас мы для него ее и подготовим. Так, а пока артемия отстаивается, не забудем покормить наших меченосцев. Вот так насыпал им. То же самое они все подберут. И анциструсы там 2 есть. Все покушают и будут довольны. Не забываем, что у нас еще на этой полочке есть рыбки. Тоже подростки меченосцев. Гупики вот тут есть, там неон. Тоже им даем. Ну, тоже не забываем, что здоровая рыба — это голодная рыба. Объем у них небольшой здесь, поэтому, чтобы не перекормить. И эти товарищи тоже ждут. И, конечно, вниманием их тоже не обделим. Ну все, давайте будем давать артемию сомикам. Так, артемия отстоялась. Сейчас я ее в садок процежу. Ну, через трубочку. Трубочкой отсюда достану. И будем давать сомикам. Видите, какая она такая? Мелкая-мелкая. Итак, наши красавцы готовы к приему артемии. Все, сейчас мы туда опускаем. Вон там на дальнюю пошла стеночку, и сейчас на ближнюю. Так, опускаем. Так, немножко проводим вниз, чтобы артемия такой капелькой пошла вниз, чтобы ее не разбросала. Хотя, понятно, она осядет, они ее тогда все равно найдут. Но здесь у меня еще есть вот гупешечки маленькие. Они тоже ее подъедают. Вот смотрите, как начали кушать сомики. Короче, этим сомикам, по-моему, от момента нереста 13 дней. То есть они как бы 13 и там 3 дня. Ну, короче, 10 дней, как они уже стали личинкой и потом превратились в нормальную рыбку. Короче, развиваются хорошо, едят вообще классно. Ну все, покормили и сомиков мы. Какая-то часть их там сидит вон за фильтром. Вот так они кушают. Главное, чтобы у них постоянно был корм. Ну, им 2 раза в день им хватает. Утром и вечером. То есть они его как раз утром, когда я даю, они к вечеру его съедают. И потом вечером опять им даю до утра. Дадим, конечно, артемии нашим Данюшкам-производителям. Сейчас я им туда заброшу. О, они вообще это любят. Живой корм для них — это вообще красотища. Через несколько дней посадим их на нерест. Вон самочки такие есть хорошенькие. Вообще и красные, и синие, и зеленые. Ну, синие, скажем так, это проброс. То есть они синие сами получаются.
А можно попробовать и синих просто посадить. Посмотреть, какие рыбки получатся. Все, этих тоже друзей покормил я. Самым первым дал им. Они уже все покушали, на дне выбирают там остатки. У кого есть желание, становитесь спонсором канала. Нажимайте под этим видео кнопочку «Спонсировать». Ежемесячный небольшой взнос поможет лучшему развитию канала и разводни. Спасибо. Друзья, смотрите видео, которые появились на экране. Они тоже интересные и к тому же бесплатные. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Кто хочет помочь каналу, все реквизиты в описании к ролику.